Ниндзя. Так, 9701. 9701, правильно? Все правильно. Друзья, всем привет! С вами сегодня Сашка и Пончик. И сегодня мы на работе. Сегодня мы едем в город Бизен. Куда конкретно, я еще точно не знаю. У меня тут на карте распечатано. Сейчас посмотрим, в общем. Сегодня, думаю, будет такая неплохая поездка. Но с самого начала мы идем в комбине, естественно. Потому что надо купить кофе. Мне туда на 8 утра, сейчас 4:20. Мне кажется, что-то, что мы сильно рано выехали. Хотя сейчас посмотрим. И заодно посмотрим, сколько километров ехать. В общем, идем в комбине пока что. Так, кто-то мне написал в комментариях недавно, что онигири ему уже надоели. Но, блин. Мне кажется, придется терпеть. Хотя не, вон хот-дог есть. Все, я думал, что придется опять онигири. Реально больше нечего. Ну вот эти вот бутеры, они такое. Вот это вот еще вкусно. Такое в лаваше там всякие там с начинкой. Вот здесь с сыром, здесь с колбасой. Короче, возьмем бутик. Что у нас еще здесь есть интересненького? Надо воды взять, ребят, по-любому. А где у нас вода? Здесь вода. Вот вода. Одну бутылочку воды. Кстати, сейчас посмотрим. Здесь иногда бывает замороженная вода. А ее сегодня нету. Обычно летом, короче, они ложат. Хотя уже лето, а воды нету. Такая же вода по такой же цене, просто она замороженная. Я бы взял еще одну бутылку. Нету здесь, к сожалению. Да? Вот здесь заморожен. Но воды нету. Чай только. Чай, какой-то сок тут. Вон, видите? В холодильнике. Вот такое вот. Ну, возьмем вот это вот. А что там еще есть? Кофе. Ладно. Возьмем вот эту тему. Это типа как сок такой. Для спортсменов типа считается. Хай гузамас. Фукуро онагашимас, то айс кофе онагашимас. Лосан, годжунен деска. Сугой, да? Какой-то типок неразговорчивый попался. Короче, у него на футболке написано, что этому комбине уже 50 лет. Не этому, а именно, Лоусон, ну, в смысле, сети полтинник уже. Даже вот здесь на кофе написано тоже. Здесь вон можно купить Google Play, Apple, Pay, наверное, я не знаю, как оно называется. Ну, пополнить деньги на Apple, на Google, на 10 тысяч, на 50 тысяч йен. Amazon, PlayStation. Карточку, короче, пополняшку. Это все с кредитки можно делать. Не знаю, зачем оно надо. Сахар. Возьмем молочко. Молочко, оп, сюда. Оп, палка-мешалка. Чикс. Кстати, да. Это хот-дог. И его надо разогреть. А его, чтобы разогреть, короче, надо немножко здесь... Я просто уже знаю. Где-то здесь, короче. Как его тут? Вот. Подоткрыть. Здесь должно быть написано, значит, 50 на 15 секунд. Вот, значит, двоечку. Вот здесь, видите, двоечку. Хренакиш нажал. 14 секунд пошло. И сейчас она горяченькая. Представляете? Это называется микроволновка, кто не знал. Говорят, что в Японии они там чуть ли не запрещены законом, короче. Ну, такой бред на самом деле. Все с интернета. В интернете говорят, короче. Как тут поспоришь, правильно? Если в интернете говорят. Все, друзья, идемте. Запрещены, да.
Здесь комби не нарушает закон. Все, горяченький хот-дог. Прям горяченький, блин, в натуре. Оп, раз, левой, правой. Оп, залезли сюда. Хренакиш, кофе сюда. Забыл, как всегда. Топотулечки. Где мои топотулечки? Сколько же там километров? Так, 118 километров, короче. Сейчас посмотрим, за сколько доедем. 118, считай 120 километров. Сейчас 4:30. Запоминайте время. Посмотрим, за сколько доедем. Вот этот вот лед мы ложим сюда, там где Ёшка мне еду сюда приготовила. Вот, там как раз тоже еще один лед есть. Короче, вот так. И потом заодно посмотрим, что нам тут Ёшка сварганила. Все, друзья, садитесь. Это под мусор у нас. Оп. Раз, два, под мусор. Садитесь рядом, пристегивайтесь. И погнали. Кстати, у нас погода вообще, ребята, погода просто шепчет. Посмотрите. Вот, на целую неделю погода, да? С сегодняшнего дня по следующую, короче, целая неделя, раз, два, три, это получается, на следующие 10 дней, ребята, дожди, просто дождь идет. Следующие 10 дней, каждый день дождь. Так что погода у нас интересная. И причем это не только эту неделю, следующую, а еще и предыдущую неделю у нас через день был дождь. Ну а теперь у нас с этого дня каждый день. То есть был через день, теперь участился немножко. Теперь каждый день. Друзья, садитесь поудобнее, рядышком. Наливайте себе тоже кофе, чай, что-нибудь. И поехали, друзья. Не забывайте пристегиваться, пожалуйста. Мы выезжаем, в смысле. Все. Поехали. Все, ребята, выехали уже, до сих пор еще в Кобе находимся. На проехать большой ряд светофоров. Едем уже 20 минут. И проехали, я не знаю, наверное, километр. Может, 1,5. Вот. И, еще очень много светофоров у нас впереди. Уже светлеет. И с обеда начинается дождь у нас. Вот как-то так. Движуха вот такая, видите, светофор вот горит. Тем зеленый. Но я не знаю, для кого он горит зеленый. Если там вообще никого нету, абсолютно. И эти светофоры на ночь даже не выключаются. И еще уже машин очень много. Без 10 5 утра. Машин дофига просто. Так, что там, зеленый нам? Нет? Все, зеленый. Вот здесь зеленый, а уже следующий, наверное, светофор будет опять красный или нет? Нет, хоть пару светофоров можно проехать, и все равно где-то на третий светофор ты останавливаешься. Вот я уже вижу, уже следующий светофор, он красный. И вот так вот у нас в городах, так везде просто. Это не только Кобе, это везде. В любом городе в Японии. Настолько натыканы светофоры, что приходится стоять даже ночью. Вот, видите, опять красный. Вот так вот и работаем, ребят. Все, приехали. Потом опять здесь загорится зеленый, следующий будет красный, наверное. Они, наверное, сделали так, чтобы никто не гонял, да, я так думаю. Вряд ли это не предусмотренная такая фигня. Мне кажется, что это именно как раз предусмотренная такая система, что чтобы все стояли, короче. Все, и опять красный. Вот так вот чуть-чуть разогнался, красный. Разогнался, красный. Все, наконец-то мы выехали с этих светофоров. Интересно, что сейчас в пробку попадем, что ли? Машин реально много. Так, проехали мы светофоры, ребята, за... Сейчас 5:45, то есть 4:30 выехали, да? За час 15 минут проехали, Мы только выехали из города за час 15. И все, сейчас уже идет байпас. Здесь можно притопить немножко. До следующей пробки или светофоров.
Ну, байпас, он без светофоров, но там дальше он закончится же, и опять будут светофоры. И опять все по новой. Пока едем, полет нормальный, все нормально. Вон, 85 км в час топим. Вон, Приус пролетел просто нормально. Примус. Карту, я даже не смотрел карту. Я просто знаю, в какой город ехать. И, ну, пока едем до туда. И потом будем уже карту смотреть. Все, ребята, туман. Ой, смотрите, Бенц 158, по-моему. 150, или 156, или 158 йен. Ну, это дешево. По-моему, бензин упал, что ли. Так как я заправлялся, ну, у нас там около 160 был. А так вообще от 160 до 170 варьируется примерно. Ну, а здесь 158 даже или 6, неважно, ну, то есть меньше. А обычно за городом выше бензин. Надо будет сегодня посмотреть в Кобе. Может, бенз упал, возможно. Ну, он так, он немножко упал все равно. Даже 160 это все равно упал. Был 180 почти. Прикиньте. Вот. Ну, а за последние вообще 3 года он вырос хорошенько. Он вырос со 140 где-то до 180, прикиньте. А потом начал вот это падать. Вот такие дела. А я когда приехал в Японию, он вообще стоил 120, там, по-моему, йен. Это вот 10 лет назад. 120 йен стоил. Ну, примерно, я точно не помню. Мы едем дальше. Вон Volvo, видите, машина. Ну, этот, трак, да. У нас очень много, я уже говорил за это, очень много Volvo и Scania. Их реально много. По проценту, допустим, из всех траков, хороших процентов 25, наверное, это вот Volvo и Scania. Мерсов вообще не вижу. Ну, видел вообще несколько раз, но старые Мерсы. Ну, я про траков, да, я имею в виду. Про траки. А так, Мерсов из новых я вообще не вижу. Вон, смотрите, старый дом, да, такой? И вот уже пошли такие, уже пригород. Здесь 158 йен бенз. Значит, упал. У нас сейчас 6:30 утра, ребят. Мне на 8:40. Ну, я думаю, успеваем нормально, в принципе. Я же говорю, сейчас посмотрим, да, время, что по времени у нас получится. И, кстати, ребята, не забывайте, у меня есть телеграм-канал. Там я выкладываю вообще все подряд. Подписывайтесь, пожалуйста. Вот вам QR-код здесь. И также ссылочки все в описании. И есть еще Twitch. Twitch-канал, где я веду прямые трансляции. Прямо с телефона я всегда веду прямые трансляции. Либо за рулем, либо бывает лазю по улицам там. То есть и веду прямой эфир. Так что тоже, у кого нету Твича, ребят, зайдите, там не тяжело создать свой аккаунт. Там, в принципе, там все на русском, все написано. И Twitch работает без VPN, то есть ничего не надо, он не глючит нигде. Все нормально, так что заходите. Все ссылки всегда в описании. И также здесь вот вы видите QR-код. Вот, так что заходите на Twitch. Бывает, с работы еду, включаю просто прямой эфир там на 30-40 минут. Либо где-то гуляю с телефона, веду прямые трансляции, тоже очень весело. По крайней мере, не скучно никому, поверьте. Так что заходите, подписывайтесь, будем рады всем, ребят. Все как всегда. Что у нас, солнышко вылезло, смотрю. Хотя дожди обещают на всю Японию вообще. Это сейчас уже, я так понимаю, что сезон дождей, скорее всего, начинается. Кстати, я еще в Ютубе где-то что-то увидел. Ну и это правда вообще. В Японии, значит, вы, наверное, скорее всего, вы думаете, что эта камера так передает цвета, да, что зелень прям, ну, сильно ярко-зеленая, да, какая-то. На самом деле оно так и есть, это не камера, да, это на самом деле так и есть, что зелень очень зеленая, яркого такого цвета, разных цветов, допустим, здесь вот не сильно яркая, но сейчас мы будем проезжать, по-любому мы увидим. Не, хотя вот здесь есть такое вот прям такая ярко-ярко, да, вот даже трава это ярко такого зеленого цвета.
Вот, с такими оттенками интересными. Это не камера, не эффект камеры, это действительно такие цвета. Все потому, что вот сейчас, смотрите, вот мы будем вот эти вот кусты проезжать, да, вот видите слева, вот посмотрите на этот цвет, вот прям ярко-ярко такая, да, вот, аж такой салатовый такой какой-то цвет такой, радиационный, я бы сказал. В общем, это все из-за того, что в Японии повышенная влажность и постоянные дожди. Но у нас действительно, у нас не проходит и недели, чтобы хотя бы 1 или 2 дождя было за неделю. А так бывает и почаще. Вот сейчас, допустим, я же вам показывал, да, вот целую следующую неделю просто дождь сплошной. Это вот самая главная причина вот зелени вот такого цвета в Японии. Из-за того, что повышенная влажность плюс постоянные дожди, засухи не бывает вообще никогда, просто никогда. Особенно летом просто даже воздух настолько влажный, что дышать нечем. Здесь не так уж и, ну, здесь жарко, да, летом, но плюс вот эта влага, и из-за влаги просто дышать нечем, это парилка, просто парилка. Вот, поэтому, кстати, те, кто любят путешествовать, не приезжайте летом, серьезно, потому что летом, ребята, мы из-под кондиционеров просто не вылазим, невозможно без кондиционера жить. Вот, поэтому летом туризм такой, так себе в Японии, разве что на машине кататься. На машине по Японии, да, и все, и по гостиницам, да. А так, блин, ну на улице делать нечего в Японии летом именно. Зимой, да, даже зимой здесь прикольно, зимой здесь не холодно. Вот, ну если не брать Хоккайдо, северную часть, там, конечно, холодно, там близко к Сахалину, там примерно погода одинаковая, как и на Сахалине. А вот здесь центральная часть, да, здесь зимой, ну, 0 градусов может быть в самые холодные дни, а так плюс 5, то есть, ну, нормально, зимой можно путешествовать. Но самое лучшее, конечно, это весной. Весной, когда начинает цвести сакура, когда все ярко, красиво, конечно. Плюс, кстати, зелень в Японии, очень много зелени, которая круглый год. Она, деревья, листья не опадают, то есть они зеленые круглый год просто. Вот. То есть вот эти вот все горы, которые мы видим, они круглый год зеленые. Просто круглый год. Так, а мы едем, нам Бизен, вон табличка показывает, прямо Бизен. Где-то нам надо будет сворачивать. Еще надо посмотреть, где. Я тут какие-то отметки ставил. Так, дальше. Где-то вот здесь. Где-то вот здесь нам надо, да, повернуть. И поехали. Мне даже показали дорогу, где можно остановиться. Ну, там на карте распечатали, то есть. Сейчас, когда остановимся, я покажу карту эту. Там все просто, как всегда. О, а здесь 157 йен, вижу. Вон вывеска, 157 ешек, 160 по карточке. Я не понимаю, почему по карточке, короче, дороже, чем за наличку. По карточке, по ихней карточке. То есть, если у тебя есть с ними контракт там какой-то, то тебе дороже получается. Наверное, кэшбэк какой-то приходит, я так думаю. Ну, да, вроде бы, наоборот, по карточке должно быть со скидкой с какой-то. А здесь получается, это я уже не первый раз такое вижу, что по карточке, если у тебя есть, ну, карточка данной именно заправки, то тебе дороже выходит. Нафига тогда тебе эта карточка, да? Скорее всего, там какая-то идет самая, ну, хитрожопая система, что кэшбэк приходит. Я так думаю. Так бы люди не делали бы эти карточки, правильно? У нас тут природа, ребята. Кругом. Природа, горы и деревня. И общественные туалеты. Вот проехали общественный туалет. Недавно ходил со своим малым, ну, с детьми точнее, в поход. Это нас там позвали, значит, это Лео ходит в школу, кстати, во 2 класс уже. Вот. И со школы его позвали там в поход. Ну, типа это не с классом даже, а просто там, ну, в школе у них есть какие-то там кружки, да, типа. И вот он состоит там в одном кружке. Короче, позвали в поход. Я пошел с ними. Значит, нас было очень много там, ну, детей было много.
Ну и родители с ними же. Ну не со всеми родители. Я пошел, взял младшего своего Хокто. Ёшка была занята, то есть я один с ними, с детьми. Поход, значит, вот такой вот по горам, 4,5 километра. То есть мы оставили в одном месте машину возле, получается, станции метро. Там метро ходит в горах. Возле одной станции метро оставили машину, пошли в другую точку до другой станции метро через горы. И 4,5 километра прошли, и там уже на метро сели обратно, уже на метро доехали до нашей машины обратно. То есть пешком прошли 4,5 километра, и этот путь именно, да, вот, он раньше там когда-то ходило метро, то есть путь идет через горы, именно через туннели, где раньше проходило метро, и там даже эти шпалы, да, лежат. И среди гор река, вдоль реки, это очень все красиво, конечно. Ну, мне понравилось. Прикольно. Единственное, что Хокуто, да, мой младший, ему 3 года, он устал, конечно. Я его уже в конце уже тащил, ну, на руках нес. Вот. Но вообще классно. Мы прогулялись, там очень много детей. Все вообще максимально организовано. Даже они там расписали, значит, что надо с собой взять. То есть там по-любому этот самый, ну типа, как оно, блин, вылетают русские слова, представляете? На перекус, типа, да, обед. Там они делали обед. То есть, ну, с собой, у каждого с собой обенто, то есть еда там, Ёшка нам все приготовила. Вот, и было где-то отдыха 40 минут примерно, вот мы на 40 минут остановились. Ну и там несколько раз останавливались там на 10 минут, чисто так посидеть. Потому что, ну, дети, да, все-таки. Вот. А так один раз присели на 40 минут, все расстелили, там все прям, блин, ну они организаторы, конечно, вообще японцы максимальные. Плюс родители такие детям помогают, даже своим, не своим, вообще не важно. Ну, очень так прикольно вообще. Вообще японцы это удивительный народ на самом деле. Знаете, я вот со временем все больше и больше влюбляюсь именно в этот народ. Вот серьезно. Если многие люди, я уже за это говорил, если многие люди приезжают сюда, да, в розовых очках и потом постепенно их снимают, то у меня это с точностью наоборот, ребят. Я сюда приехал, мне все не нравилось вообще. И потом я начал втягиваться, заводить друзей, да, знакомых и вообще видеть этот менталитет. И начал влюбляться просто в эту страну, в этот менталитет, в эту Японию, в этот народ вообще. Он, ну, удивительный. Очень такой вот приветливый, теплый, вот люди очень, ну, я не скажу за всех, да, но большинство, в основном, да, я говорю, что очень добродушные люди, вот серьезно. Это я вот свое конкретное наблюдение, свое видение, вот, да, говорю. Я здесь живу уже 10 лет, кто не знает, и, ну, ребят, удивительный народ просто. Я вообще даже вот слышу, да, многие, кто приезжают как туристы и рассказывают, мне там японцы помогли, даже не зная японского языка, они помогают туристам, то есть, которые не знают японского языка, да. Это я уже не один случай такой знаю, где там вот парень, да, приехал, я не помню, с Сибири, вот он мне рассказывал, не помню откуда именно, Тимур. И он там познакомился, значит, Тимур, если ты меня смотришь, да, привет тебе. Он там познакомился просто с японцами. Он не знает японского, знает английский так очень плохо, да, именно поверхностно. И он познакомился там с японской парой, они его пригласили там в изакая, ну, то есть в ресторанчик там японский. Они пошли, там покушали вместе, то есть вообще семейная пара, которые, ну, такие уже, ну, возрастные, да, там, а он молодой парень. Они его пригласили, там, провели с ним вечер, то есть, ну, провели очень такой хороший вечер. И вот он рассказывал, он говорит, представляешь, вообще мы даже не знаем, мы друг друга не понимаем, но мы на руках друг другу объясняли, ну, было весело, классно вообще, очень такие приветливые люди, вот. И я как бы не удивлен вот таким историям, так как я этот народ уже знаю изнутри, да, вот. Я вижу их, ну,
Мне нравится, ребят. Мне нравятся эти люди. Серьезно. Это я вам, опять же, говорю свою точку зрения. То, что познал я именно, да, здесь. Вот. И до сих пор познаю, как бы. Много чего мне еще встречается, чего-то нового, чего-то, чего я не знаю, да. Ну и я вам постепенно об этом рассказываю, конечно. Так что, кто не подписан еще на мой канал, ребята, подписывайтесь. Я показываю жизнь именно изнутри. Жизнь простого человека, простого иностранца, не японца, да, простого иностранца. То, как оно есть, без прикрас. Если я вижу мусор на дороге, я снимаю мусор. То есть я ничего не скрываю, да, вот. Говорю, как оно есть. И все. Едем дальше. Велосипедист съехал. Сначала ехал по дороге. Школьник какой-то. Вот. А мы уже свернули, ребята. И почти приехали, кстати. А у нас 7 часов утра. 7 утра, выехали в 4:30. То есть у нас заняло 2,5 часа, что ли? Ну да, получается. 2,5 часа, это 120 км, да, я говорил. 2,5 часа. Ну, такое, кстати, нормально. Очень даже нормально. При том, что очень много светофоров было. Блин, ну я думал, что дольше будем ехать. Мне на 8:40, так что времени у нас просто вагон с тележкой. Сейчас посплю тогда. Какая-то дорога здесь, вон, немножко ушатанная. Меня мотыляет. Нормально так мотыляет. Где-то здесь нам надо налево будет уйти. А это что такое у нас? Не знаю, что-то. О, скорая едет. Так, ну а вдруг ему поворачивать надо будет? Не, ну вроде без поворотника, значит прямо. Скорую нужно пропускать. Так, где-то тут налево, правильно? Где-то здесь, ребята. Все, у нас красный. Да, на этом перекрестке нам налево. Так, карта. Карта, подождите. А где мне тут? Надо встать, как мне объясняли. Если типа рано приехал. А, вот. Все, мне, значит, на этот завод, вот сюда. А стать где-то можно вот типа здесь, они мне сказали, правильно? Где-то тут. А, да. Меня не обманули. Вот тут можно притормозить, скорее всего. Да, вот тут. Прям так станем. За мной машина какая-то. Вот куда она едет, фиг его знает. Но куда-то ему надо, блин, прям сюда, конечно же. Конечно же, ему надо сюда, ребята. Я не удивлюсь, если он прям вообще за мной сейчас поедет. Оп, здесь куда-то... А, две уже машины. Ну, я думаю, тут прям вот так, на бездорожье на этом. Тормознем. Если что, кто-то приедет, скажет, что нельзя здесь стоять, уедем. Ну вот, типа здесь так и нарисовано. Да, здесь вот, видите, нарисовано до 8 часов нужно стоять. Все, постоим, потом на завод, на загрузку. Все, друзья, заезжаем на завод. Вот, у нас две машины. Здесь вам обязательно в каске быть. Так, и теперь мне где-то здесь надо остановиться. Получается, где-то вот здесь. Где-то вот здесь нужно остановиться. И ждать. Так, начинаю потихоньку доставать, что мне Ёшка там приготовила. Бутик с курицей. Куриный бутерброд. Вон, видите, курочка там. Вкусно. Бутерброд не доживал. Так они уже загрузили моего товарища.
Метеоры опять какие-то. Сейчас 8:35. Сейчас посмотрим, за сколько они меня загрузят. Так, все, друзья, начали загружать. Ну тут на палетах, я смотрю, погрузчиками. Сейчас посмотрим. Так, 8:40 сейчас. Сейчас посмотрим на время. Все, ребята, на часах 8:47. Я забыл подножки убрать. Потому что здесь надо ставить подножки, короче, под колеса. Шлем надо одевать, короче. Блин. Такое, видите. Короче, загрузили за 7 минут, получается. Блин, такой завод. Мне не очень такие заводы. Сильно много правил здесь. И вот подъехал к платформе. Контейнер не можешь. Ну, то есть надо сначала открыть контейнер, а потом только подъехать к платформе. Вот пока ты остановился открыть контейнер, тебе надо заглушить двигатель и поставить подножки под колеса, чтобы, мол, фура не укатилась в случае чего. Открыл контейнер, убрал подножки, подъехал к платформе. И вот то же самое, когда вот сейчас они загрузили уже, да, закончили загрузку, все то же самое. Отъехал от платформы, ну, стояли, пока загружался, стояли подножки, да, вот это я их забыл убрать, думаю, что она не двигается, фура. Убрал подножки, отъехал от платформы, поставил подножки для того, чтобы закрыть контейнер, короче, и потом только убрал подножки. Вот это каждый раз надо еще глушить двигатель, блин, ну такое вообще, да. Японцы любят, это очень много таких заводов, где, ну, чересчур правил, прям много. И все это шлем там, и даже обувь, вот это вот надо, спецобувь, короче. Не знаю, я не люблю такие места, честно вам признаюсь. Сейчас отъеду и по-любому хочу обувь переобуть. Жарко в этих кроссовках. Это все мы еще на заводе на этом. Кстати, в траке, я не знаю, надо, вообще надо, наверное, в шлеме сидеть, в траке в самом. Сейчас я на проходной, по-любому мимо проходной буду проезжать, одену еще раз шлем. Вот я уже одел каску свою, потому что, ну, чувствуется, что правил дофига, лучше, блин, перебдить, чем не добдить. Все, и мы едем в порт, ребята. Едем сдавать в контейнерный терминал наш контейнер. Сейчас вызову туроператора. Ну, я ему просто скажу, что мы закончили. И все. Так, ну вот, проходная, все, я в шлеме, все нормально. Сейчас выйду уже и буду снимать этот головной убор. Все, меня пропустили. Здесь, блин, какой-то проспект, что ли. Отсюда машина, оттуда машина. Но этот, он на завод едет. Благодарочка тебе, отец. Отец. Все, пристегиваемся, друзья, вы тоже пристегивайтесь. И мы едем дальше. Продолжаем наше путешествие. Так, здесь направо, да, мы же оттуда приехали. Едем по той же все дороге. Все, я шлем таки забыл снять. Опаца. Все, ребята. Юкайдес. Все, поехали. Сейчас нам только выехать отсюда на главную дорогу. Ну тут по прямой просто. Все просто. Хочется остановиться, обувь переобуть, а тут фиг где остановишься. Тут будешь ехать и ехать. Вон, красный свет. Но я не успею. Здесь светофоры еще такие в Японии, знаете, на пару секунд. Ну, много таких, которые там, я не знаю, ну 10 секунд он погорит красный, потом зеленый. Это просто, чтобы ты приостановился, даже не полностью остановился. Все, зеленый сейчас загорится. Вот. Видите как? Ну реально, сколько? 10 секунд прошло? Так, сколько у нас здесь тонн? А тонн-то у нас здесь 18. Нормально, такой нормальный контейнер. Увесистый. 18 тонн. Тут я чувствую, что это самая машина
плохо едет, блин. Как видите, остановиться вообще негде, даже переобуться. И что интересно, что это, ребят, во всей Японии вот так. Остановиться негде просто. Зачастую вот такая вот фигня. И это мы находимся где-то в деревне вообще. Это даже не... Ну, это как? Не, это, наверное, не деревня, это маленький город. Городок. Ну, на карте, по крайней мере, он маленький совсем. Так, здесь у нас направо. Направо и все. И мы там топим уже по прямой. Дальше байпасы и дальше хайвей, мы поедем по платной дороге. Блин, что он так дымит вообще? Даже не знаю, что это. Ну, вообще типок дымит именно. С глушака, наверное. Сзади него вообще никто не едет, блин. Никто не хочет. Так, Сим-Сим, откройся. Чпоньк. Левый ряд. Никому не мешаем. И мы уже, друзья, в Кобе. Вот сейчас за этой горой, ну сейчас туннель будет. И за ним сразу уже город Кобе начинается. Здесь такой опасный поворот. Дальше туннель. И если пробка в туннеле, то ну, очень опасно. Можно не увидеть. Можно лететь и не увидеть. Вот тут. Уже была здесь какая-то авария однажды. Один трак влетел в другой, просто там, блин, ну очень серьезная авария, короче, была. Притормаживаем. Притормози, притормози. И все, вот город Кобе, и сразу пробочка. Сразу же. Включаем аварийку тут, чтобы нас никто не втетерился сзади. Все, вижу, сзади тоже включили аварийку, можно вырубать. Все, будем тянуться в пробке. Здесь у нас что-то происходит. Не знаю, поломался, скорее всего. Все, съезжаем с хайвея. Пробка здесь, конечно, на съезд. Такая серьезная, серьезнейшая. Сейчас посмотрим, может там полиция стоит. Там всегда полиция стоит. Не всегда у меня получается снять ее, правда. Что-то мы стоим уже, блин, вот так вот двигаемся уже минут 15, наверное. Таким темпом. Пробка, конечно, колоссальная. Все до полной остановки. Значит, кто-то стоит здесь. Сейчас посмотрим. А, вот они, голубчики. Поэтому и пробка, блин. Вот и засняли мы полицаев. Все, едем в порт, ребята. У нас уже 11:25. А это значит, что обеденный перерыв. Сейчас как раз к порту подъедем и станем в очередь уже на обед. Здесь студентки ходят. Здесь универ медицинский. Я его уже не раз показывал вам. Очень часто студентки гуляют. Большой очень универ. Все, друзья, становимся в очередь. Пойду разблокирую контейнер сразу же. Опа. Так, здесь нормально все. И начинаю кушать. Сейчас посмотрим, что Ёшка нам приготовила сегодня. Как всегда. Тормозок такой в платочечке. Платочечек разворачиваем. Раз, вилка. Текс. 2. Та-да! Что у нас сегодня есть? Так, это тунец. А, не.
ребят, это куриный фарш. Вот. Дальше спагетти. Ну, рис, естественно, вообще без риса, блин, куда. Вот. Тут салат, короче, бобы. Это не горох, это бобы. Вот, кстати, очень вкусные. Их даже под пиво дают в этих, ну, в барах. Очень вкусная тема. Обязательно, если будете в Японии, называется эдамаме. Эдамаме. Это просто офигенно вкусно. Ну и все. Короче, одна сосиска есть даже. Всем, кто тоже ест, ребят, приятного вам аппетита. Сейчас у нас есть час 20 на отдых. То есть сейчас 11:40, нам до часу надо, ну, сидеть здесь в этой очереди. Контейнерный терминал открывается в час. И все, отдохнем и поедем разгружать наш контейнер. Все, ребята, обеденный перерыв закончился. Едем сдавать контейнер. А мне вот позвонили на телефон, сказали, что завтра мне опять надо в 4 часа утра выезжать, как и сегодня, в принципе. Завтра еду в Окаяма. Так что вот так вот. Иногда такое бывает. Ну, вообще такое редко. Обычно вот раз там, я не знаю, в несколько недель, наверное. Бывает, что вот когда часто, это раз в неделю. Раз в неделю, чтобы я вставал так рано на работу. Вот. А когда редко, это то есть раз в 2 недели, в 3 недели бывает. Чтобы вставал так рано на работу. А так обычно вот каждый день мне на 7:30 на работу. Ну, по-разному. Бывает там на 6, да, там может на выехать куда-то. По-разному. Некоторые, кстати, спрашивают у меня, платят ли вам за переработку. Блин, ну, такие вопросы, конечно, серьезные вообще, ребята. Я иногда в шоке с таких вопросов. Это все равно, что... Сейчас, секунду. Это все равно, что если бы вы у меня бы спрашивали, а платят ли вам вообще за работу, типа. Ну, это одно и то же, по-моему. Ну, как могут, блин. Не платят, конечно. Рис кидают, ну, в тарелки сразу, готовый. 書類をお持ちの方は、開くボタンの中蓋を上に上げて、書類のエンジ面が下になるようにセットしてください。セットしたら、中蓋を下げて閉めるボタンを押してください。しばらくお待ちください。Как она орёт на ухо, это вообще. 受付が終了しました。EIR を受け取ってから、Минуты даже не прошло. 確認して。 Минуты не прошло, как вон уже выезжает бумажка. Можно заезжать. Поехали. Написано на бумажке, что нужно встать в очередь ожидания и стоять, пока не позовут. Все, и вот этот вот товарищ нас позовет. Все, стали, ребята. Все, махнул. Сеня махнул ручкой. Поехали. Вот он, наш местяк. Все, ждем теперь этот, как он, кран. Текс. Приехал за нами. Все, отцепили. Ой, отцепили в смысле. Отцепили и поехали. Скорее всего, сейчас прицепим на завтра уже контейнер. И закончили работу. У нас только вот начинает дождик моросить. Только вот сейчас. Джуки Шинрику дозу. Рёкадис. Я же говорил, надо ехать цеплять контейнер. Все, ребята, зацепил контейнер. Сейчас выйду с терминала и посмотрим, что он мне скажет сейчас. А у нас дождик уже нормально уже так. Ну, только начинается, мне кажется. Он то моросит, то не моросит. Может, это всю неделю именно так будет, я не знаю, посмотрим. Ой. Добрый день. Добрый день. Добрый день.
Джоки уж Энрику Дозу. Так, ну все, друзья, ставлю контейнер сейчас. И уже заканчиваю работать, как всегда. Вот не было машин, не было. А теперь поехали одна за одной просто. Вот как только я хочу ехать, сразу же, сразу же одна за одной просто. Проспект какой-то. И там, в той стороне, там тупик. Там выезд с контейнерного терминала. Вы представляете? Посмотрите. И точно так же на заезд в контейнерный терминал. Точно так же просто одна за одной заезжаем. Все, друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой трип. Не забывайте, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите свои комментарии. Помните еще, что я есть в Ютубе, в Телеграме и еще Twitch. Но Twitch это чисто это самое. Чисто, ну, стримы веду, то есть прямые трансляции. И все, больше меня нигде нету. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, друзья. Всего доброго, всем пока. Пока-пока. Пока.